Приветствую всех скептиков избыточного количества колес в электротранспорте. В прошлом выпуске я назвал 5 основных ошибок по обслуживанию моноколеса. Если не смотрели, начните просмотр с него. А в этом выпуске, как и обещал, я расскажу 10 фатальных ошибок по эксплуатации колеса. Поехали! Итак, первая, самая очевидная и тем не менее самая часто встречающаяся ошибка – пренебрегать защитой. Последствия такой пофигистичности, думаю, очевидны. Даже если вы не совершаете ошибок, на пути вам может встретиться кусок проволоки, который может намотаться на колесо, может отказать электроника колеса. Еще 1000 причин, когда обстоятельства будут решать за вас. И если это звучит неубедительно, просто задумайтесь. Считается, что велосипед вроде как безопаснее моноколеса, и тем не менее многие велосипедисты ездят в шлемах, а опыта им не занимать. Подробнее про защиту я мог бы снять серию выпусков. Если интересно, напишите об этом в комментариях. Второе. Ездить на моноколесе, не проверяя давление в покрышке. Спущенное колесо может привести к проколу, повреждению камеры, покрышки, а в некоторых случаях и обода мотор колеса. Так что если вы только купили колесо, проверяйте давление чаще, а со временем вы научитесь его контролировать на ходу. Вообще об этом много говорилось в отдельном выпуске, ссылочки в правом верхнем углу и в описании. Там же приводили зависимости оптимального давления в покрышке от веса райдера и от диаметра и ширины покрышки. Кстати, в том же выпуске я рассказал про компрессор и про переходник для него, который я заказал на AliExpress. Переходник пришел, и я им очень доволен. При отсоединении его от ниппеля стравливание давления практически не происходит. Однозначно рекомендую. 3, 2, 1. Третье. Эксплуатировать колесо с механическим повреждением аккумулятора. Может привести к возгоранию аккумулятора или к выходу моноколеса из строя во время движения. С весьма предсказуемыми последствиями для райдера. Подробнее про уход за аккумулятором можно посмотреть в соответствующем выпуске. Ссылки где обычно. Четвертая ошибка. Эксплуатировать моноколесо в дождь с любыми механическими повреждениями. Также потенциально приводит к выходу моноколеса из строя. И даже если вы в течение года катались и в дождь, и по лужам, и ничего не случилось, не спешите радоваться. Вполне возможно, что вода попала в резьбу винтов, и они уже начали ржаветь и прикипать. Возможно, что она попала в соединение электрических элементов, и они начали окисляться. И еще много других вариантов, в которых вы получите бомбу замедленного действия. Не надо вам это, просто поверьте. Пятая ошибка. Катать на моноколесе в мороз с промерзшим аккумулятором. Это убивает аккумулятор. Об этом много говорилось в выпуске про аккумуляторы, который можно найти в плейлисте «Что надо знать о моноколесе» на канале. Если вы вышли из дома в 10-градусный мороз и сразу поехали, скорее всего ничего страшного не произойдет. Но если колесо постояло на морозе, аккумулятор промерз и вы отправились в путь, то рекуперация может сильно подпортить или окончательно вывести аккумулятор из строя. Шестая ошибка. Ехать с горы на полностью заряженном колесе. Может привести к отключению моноколеса и вероятному падению. В некоторых случаях приводит к выходу контроллера или аккумулятора из строя. Суть этого весьма проста. При торможении вырабатывается электроэнергия. И куда ей деваться, если аккумулятор полностью заряжен? В некоторых колесах есть алгоритмы защиты типа подъема педалей или звукового предупреждения с последующим отключением. В любом случае, лучше не рисковать, но об этом часто забывают даже опытные райдеры. Седьмая ошибка. Резко стартовать и тормозить. Результатом может быть продав с вероятным падением. Данный пункт, как правило, относится к начинающим райдерам, которые не знают возможности моноколеса и не до конца понимают принципы его работы. Подробнее об этом всем можно посмотреть в специальном выпуске, ссылочка где всегда. Я лишь напомню, что резкий старт и ускорение особенно опасны при движении в горку, а резкое торможение лучше исключить на спуске. Сюда же хочется добавить предупреждение о том,
что не стоит наваливать в гору на скоростях близких к максимальным в течение продолжительного времени. Тут аккумулятор просаживается прилично, и контроллер может перегреться. Восьмое. Неправильное управление колесом. Как и в предыдущем пункте, итогом может быть продав моноколеса с аналогичными последствиями. Так как же безопасно управлять моноколесом? Основная задача здесь – не надавливать слишком сильно на педали. Таким образом, не перегружать двигатель или электронику моноколеса. Например, если для ускорения вы просто роняете прямой корпус вперед, то нагрузка на педали растет экспоненциально и легко пересечь черту, после которой мощность электромотора не хватит и колесо может продавиться. Для безопасности лучше держите колени немного согнутыми, а практически вертикально расположенный корпус смещайте вперед-назад. Так и давление на педали будет более линейным, да и в случае продава у вас остается шанс ногами потянуть колесо под себя и спасти ситуацию. Девятый пункт и, возможно, самый основной. Излишняя самоуверенность приводит к падению, травмам и прочим неприятностям. Рано или поздно происходит с подавляющим большинством райдеров. Случается, как правило, после 1000 километров пробега, когда начинает расти чувство уверенности в себе и в безграничных возможностях моноколеса. Причины ошибок тут две: халатность и неудачное стечение обстоятельств. Среди халатности главенствует: первое – залипание в телефоне во время езды. Второе – поразительная уверенность, что лужа не скрывает в себе яму или открытый люк. Третье – несбывшаяся надежда, что небольшой фонарик на моноколесе позволяет видеть в темноте все, что необходимо при скоростной езде. И многое другое. Но неприятных сюрпризов может быть бесконечное множество. Даже если райдер полностью собран и внимательно следит за дорогой, спокойно идущий пешеход решит неожиданно изменить направление. Может выскочить собака, может подвести электроника или нехватка мощности, или еще 1000 других причин, о которых мы поговорим в ближайших выпусках. Никогда не стоит расслабляться, управляя моноколесом, особенно в людных местах и на пересечениях с проезжей частью. Десятая ошибка. Всегда поднимать и носить моноколесо одной и той же рукой. И это может привести к болям в спине, заболеваниям позвоночника, малого таза и подарить множество других неприятных осложнений. Современные колеса имеют внушительный вес, и пока что тенденция идет только к его увеличению. Поэтому, если вам часто приходится носить моноколесо, чаще меняйте руки. И при поднятии моноколеса рекомендую воспользоваться следующими советами. Первое. Не стоит резко поднимать моноколесо. Второе. Старайтесь поднимать моноколесо за счет сгибания ног в коленях, а не за счет спины. Третье. Если по каким-то причинам сгиб в коленках невозможен или противопоказан, поднимайте колесо с прямой спиной. Голову при этом держите выше. Четвертое. По возможности носите колесо ближе к себе. Пятое. Если у колеса поперечная ручка, берите его так, чтобы ваша тыльная сторона ладони смотрела вперед. Выполнение этих элементарных советов помогут вам сохранить здоровую спину к старости. Конечно, советов можно дать намного больше. Можно посоветовать и читать инструкцию, и сделать гидроизоляцию, и дать советы применимы к каким-то конкретным ситуациям. Например, если вы ездите по горной местности, то обязательно используйте страховочный трос. Но я считаю, что такие вещи должны лежать на осознанности каждого райдера. Ну и в завершение данного выпуска мне хотелось бы отметить, что все приведенные советы, конечно же, весьма субъективны. Поэтому, если вы с чем-то не согласны или если вам есть что добавить, пожалуйста, напишите в комментариях. С вами был Анатолич, канал Чёртово колесо. До новых встреч!